Кремль реализовывает специальный план до инаугурации Трампа. Лавров ждет предложения от США, а Лукашенко заговорил о гражданской войне в Беларуси. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Необычная точка оккупации под контроль РФ. Перешел населенный пункт, который находится далеко от основной линии фронта. Что происходит? Меньше 3 месяцев для контратаки. Кремль спешит реализовать хитрый замысел. Лавров признается, что в замешательстве. Срочная встреча в Польше, которая соседствует с Беларусью, готовятся к самым важным переговорам по войне РФ против Украины. Заявление из Варшавы. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Российские оккупационные войска оккупировали большую часть украинского села на границе с Белгородской областью. Согласно данным мониторингового канала Deep State, в населенном пункте Сотницкий Казачок наблюдается продвижение россиян. Судя по картам, это единственное село, оккупированное в этой части Харьковской области и на удаление от основной линии фронта. Интересно, но Сотницкий Казачок уже не впервые переходит из рук в руки. 4 июля этого года российские войска уже заходили в это село. Через неделю были выбиты. С того момента территория находилась под контролем ВСУ. Теперь же контроль утрачен. Украинские медиа также сообщают, что российские ДРГ время от времени атакуют северную границу Украины, заходят на украинскую территорию. Детальнее о целях таких операций путинских войск мы поговорили с военным обозревателем, который следит за ходом российско-украинской войны, Давидом Шарпом. По самим этим заходам нельзя делать никаких выводов. Во-первых, такого рода рейды в Черниговскую, в Сумскую область случались и раньше с засадами, с атаками. Кстати, украинцы тоже совершали, до последних событий, последних месяцев, когда украинцы серьезно зашли в Курскую область и в другую, совершались рейды в Белгородскую и другую области. Это может быть обычная рутина, вплоть до того, что каких-нибудь курсантов сил специальных операций, я имею в виду российская сторона, отправляют на какую-то стажировку. Это может быть частью какой-то более широкого плана, а именно отвлечение каких-то украинских сил, то есть большая регулярность вторжений для того, чтобы украинцы больше ресурсов отвлекли на эти участки. Но для того, чтобы сделать какие-то выводы, нужно знать внутреннюю кухню. Путин хочет, чтобы исключительно украинская территория была предметом обсуждения на будущих переговорах с Киевом. А поэтому в Кремле считают, что войска РФ должны вытеснить ВСУ с территории Курской области до 20 января, дня инаугурации Трампа, который собирается в первый же день своего президентства усадить РФ и Украину за стол переговоров. О планах Москвы под Курском пишет Вашингтон-Пост. Очевидно, что Москва не начнет никаких переговоров, пока не выгонит последнего украинского солдата из-под Курска, заявил в интервью The Washington Post главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков, приближенный к кремлевским кругам. Президент России Владимир Путин не хочет, чтобы Курск использовался как разменная монета, равно как и не хочет отдавать какую-либо из украинских территорий, захваченных после вторжения России. Вашингтон-Пост уточняет, что для РФ не все так гладко, как хотели бы в Кремле. ВСУ, несмотря на яростную контратаку российских войск, не сдвинулись с места в Курской области, а наоборот нанесли удары по ВС РФ. В частности, в районе населенного пункта Суджа. Этот город находится под контролем Украины, а в Судже до сих пор проживают гражданские. Вот что они говорят о бомбежках города авиацией РФ. Скажите, а как вы думаете, кто бомбит? Не поймем мы ничего. Ну, я Мне думаю, кажется, так. что это наши бьют. Вот Я сюда. думаю, что так. Украинцы сами по себе стрелять не будут. А вот как самолет пролетел этот, и тогда начинаются то пожары, то все на свете. Вот и все. И здесь тоже, вы говорите, да, были взрывы? Ну, Да, вчера 2 взрыва было. Два взрыва таких сумасшедших. Вот или самолетом. А он у меня был. А он думает, Алешка-то вот здесь. Он думает, как бегем. Думал, его хата горит.
Тем временем глава Центра разведки Минобороны Эстонии, который является союзником Украины, по сути подтверждает информацию источников Вашингтон-Пост и говорит, что Россия сосредоточила в своем приграничье около 50 тысяч военных, в том числе и 10 тысяч северокорейцев. В регионе находятся войска морской пехоты, которые с начала месяца потеряли около батальона бронетехники, уточняют в Эстонии. А как вы считаете, сможет ли РФ вернуть себе территории Курской области, которые уже более 3 месяцев контролирует Украина, и сделать это до 20 января? Поделитесь своей точкой зрения или, возможно, информацией в наших комментариях. В Польше пройдут важные переговоры о ситуации в Украине. Встреча состоится уже в ближайшие дни в Варшаве. Помимо представителей Франции и Германии, в Польшу приглашен верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и, конечно же, украинская сторона. Именно в Варшаве будут проводиться самые важные переговоры о войне в Украине. На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс. Сикорский также рассказал о том, что сказал бы Путину, если бы у него состоялся с ним разговор. Глава МИД Польши призвал бы Путина не лгать миру и самому себе об этой войне. Кроме того, Сикорский считает, что России и так хватает земель и захватывать территории соседей не стоит. Поэтому в Варшаве бы призвали Кремль забрать свои войска обратно в РФ. Тем временем Bloomberg пишет, что новой администрации США и лично Трампу надо осознать все риски перед тем, как идти на сделку с Путиным. Трампу и его команде нужно пересмотреть, что на самом деле означает победа и поражение в Украине. У них еще есть время, если они готовы использовать его с умом. Ведь если из-за невежества дать Москве то, чего она хочет, это станет исторической ошибкой, которая создаст серьезные проблемы для Европы, США и, вероятно, Тайваня, не говоря уже об Украине. Лавров не представляет, как Трамп может урегулировать конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, но при этом главе российского МИДа очень интересно, как же будет действовать республиканец. Будем ждать предложений. Мы подчеркиваем регулярно, когда нас об этом спрашивают, что в любом случае политик, который говорит, что он не за войну, а за мир, заслуживает внимания. Но что конкретно будет предложено, мы не знаем. Наша позиция четко сформулирована президентом Путиным. Выступление его в МИДе 14 июня этого года. Ранее мы рассказывали, что в июне Путин фактически потребовал от Украины капитуляции, вывести войска из 4 областей, которые Россия уже считает своими, уменьшить численность ВСУ, отказаться от вступления в военные альянсы, остаться полностью нейтральной страной под боком у РФ. Напомню также, насколько часто в России меняют свои требования и заявления. Например, 9 сентября Лавров уверял, что России чужие территории не нужны. Речь не о территориях. Мы чужой земли никогда не хотели. Мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески, как того требует международное право. Что думаете об очередных речах Лаврова и требованиях? Выскажите все, что хотите, в комментариях под этим видео. Военно-морской флот Ирландии в сотрудничестве с британскими, французскими и американскими силами перехватил российское разведывательное судно и выдворил его из района Ирландского моря, где находятся критически важные коммуникации. Инцидент произошел еще в четверг, 14 ноября. Разведкорабль РФ «Янтарь» с использованием дронов работал в зоне, где проходит подводная энергетическая и интернет-инфраструктура. Кабели обеспечивают глобальный интернет-трафик, включая работу крупных дата-центров, которые принадлежат таким технологическим гигантам, как Google и Microsoft, чьи штаб-квартиры в ЕС находятся в Ирландии. The Guardian уточняет, все происходило в акватории к востоку от Дублина и юго-западу от острова Мэн. Авторы издания уточняют также, что «Янтарь» официально классифицируется как вспомогательное научно-исследовательское судно, однако сейчас, вероятно, используется Россией не по назначению. Аналитики украинского мониторингового канала Deep State, которые предоставляют ежедневный подробный отчет о ситуации на линии фронта, сообщают о непростой обстановке в районе Курахова.
Это Донецкая область. Город находится в полуокружении. Армия РФ продолжает наступать с 3 сторон, с флангов. Украинские военные пишут, что части ВСУ могут оказаться в окружении. Военный обозреватель в интервью «Нехта» говорит о том, что есть 3 потенциально опасные точки для вооруженных сил Украины. Касательно Курахова, безусловно, там, я бы сказал, там целых 3, вот в районе Курахова целых 3 потенциально опасных участка, где украинцы могут попасть в окружение и где территория на грани потери. Это севернее водохранилища, это само Курахово, это если смотреть на карту, и южнее Курахова есть такой карман. И какова тут стратегия, она такая же примерно, как и в других местах. В свое время под Бахмутом, под Авдеевкой, отстаивать территорию до последнего момента и уходить, когда это угледарами, уходить, когда нет выхода. Стратегия мне понятна. Единственное, что тут в рамках этой стратегии, если нет шансов изменить ситуацию за счет резервов, то есть изменить коренным образом, остановить противника, стабилизировать фронт, то крайне важно не допускать ситуации, когда баланс потерь меняется в пользу противника. И ни в коем случае нельзя упускать вот этот вот важный момент, важный тайминг, когда вовремя отводятся войска. Лукашенко заявил, что в Беларуси возможна гражданская война. Самопровозглашенный называет причины, по которым, как ему кажется, она может вспыхнуть. Будет экономика, войны никогда не будет. Не будет экономика, сами породим эту войну. Гражданскую развяжем. А желающих хватает. Вон они за границей ходят, бряцают там оружием. Но боятся. Потому что едины мы как никогда. Потому что мы жить хотим на своей земле. Они этого боятся прежде всего. А не потому, что батька там с дубиной ходит. Напомню, что Лукашенко время от времени повторяет как мантру легенду о нападении на страну. В свое время он заявлял, что покажет, откуда на Беларусь готовилось нападение, и даже демонстрировал карты. После этого в очередной раз стал героем мемов и интернет-посмешищем. Сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу карту. Напомню, сейчас единственное, что атакует территорию Беларуси, это российские дроны «Шахед». Они залетают в Украину, сбиваются с курса благодаря работе украинской РЭП и улетают в воздушное пространство соседней республики, где также падают и взрываются. कब पैदा होती हैं आगे अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा अंतस सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.